Итак, ребята, всем привет! Ну что ж, прошел у нас дедлайн, который был у нас до 7 января 2023 года, где нам говорили то, что Euroclear нам разблокирует наши иностранные зарубежные активы, акции, и мы сможем их продать. Но этого не случилось. В конце 2022 года, вообще весь 2022 год был у нас не очень, но вот в конце 2022 года, в декабре, 22 декабря были уже хорошие новости, предпосылки к тому, то, что наши зарубежные иностранные активы разблокируют. Но на это потребовалось у нас, у брокеров время до 7 января, где в праздники они, возможно, работали. Вот. Но этого не случилось. А почему? Потому что Министерство Бельгии, Euroclear, сказал: мы даем вам разрешение на разблокировку, но при этом ищите гаранта. Но такого гаранта у брокеров не было, они не были к этому подготовлены. Допустим, такие как ВТБ, Альфа инвестиции, Тинькофф. Но вот Цифроброкер, бывший Freedom Finance, у них как бы есть гарант, появился гарант. Сейчас я вам прочитаю этого гаранта. И вот 7 января 2023 года Цифроброкер, бывший Freedom Finance, с привлечением европейского гаранта подала заявку на индивидуальную лицензию. В рамках указаний заявки были направлены сведения о заблокированных ценных бумаг и выплатам по ним клиентов Цифроброкер. Также есть гарант и у БКС брокера, на котором я сижу. Я же переводил все свои активы с Альфа брокера на БКС. И вот сейчас давайте посмотрим. Итак, вот смотрим. Информируем о текущем статусе процесса по разблокировке активов. Тут говорится о том, что БКС выполнила все текущие условия на дату 7 января 2023 года, прописанные в лицензиях, выданные Минфином Бельгии и Люксембурга. И в том числе завершен процесс подачи поручений на вывод бумаг из НРД в сторонний депозитарий Санкт-Петербургской биржи и депозитарий БКС Кипр. Гарантом у БКС выступил БКС Кипр. Вот так вот. То есть, возможно, туда переведут депозитарий с нашими иностранными ценными бумагами. Что важно, в рамках лицензии, выданной бельгийским регулятором, необходимо было предоставить или найти европейского гаранта, который смог бы проверить и подтвердить подлинность данных, переданных компанией БКС. Данная операция подразумевает полную передачу персональных данных клиентов, кроме тех, кто подал заявление на отказ. Я же на отказ ничего не подавал. Пусть мои лучшие акции разблокируются. Я решил так. В рамках подачи централизованной заявки на разблокировку активов. Вот, информация такая вот написана. Для компании БКС таким гарантом выступила компания БКС Кипр, о чем я до этого говорил, что позволило избежать передачи персональных данных клиентов лицу, не входящему в периметр ПГ БКС. И вот в данный момент мы ожидаем обратной связи, каких-либо комментариев со стороны европейских регуляторов. И будут держать нас в курсе. Ну что ж, посмотрим, будем ждать, что будет дальше. Остается только надеяться на лучшее, что акции, которые хранятся у меня в БКС, именно в БКС, они разблокируются. Но вот Тинькофф, кстати, вчера вышла информация по Тинькову, что Тинькофф Инвестиции разблокирует часть бумаг своих клиентов. Но это не все зарубежные компании. Под разблокировку попадают такие бумаги, как Яндекс, ТКС Групп, Русагра, Эталон, Мать и Дитя и Глобал Транс. И Окей, и все. То есть это наши российские компании, которые... допустим, ТКС Групп в долларах. У меня, допустим, в БКС он в долларах торгуется, но все же заблокирован. А вот в Тинькове почему-то уже начинают разблокировать такие акции.
Вот так вот. Также хочу вам сказать про курс доллара. Курс доллара сейчас начал спускаться. Юань тоже немного начал опускаться. Кстати, в начале года он очень хорошо рос. Почему же это произошло? Как нам сообщает новость РБК, курс доллара опустился ниже 68 впервые с 26 декабря. Резкое ослабление началось накануне, когда Минфин и ЦБ объявили об возобновлении бюджетного правила. И вот на этих новостях валюта начала опускаться вниз. Вот. Ну, для меня, допустим, это хорошая новость. Потому что я буду покупать также доллар по низкой цене, очень выгодной цене. Буду заходить, потому что на долгосрок доллар все равно свои позиции возьмет. Я же писал об этом в телеграм-канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я не часто, но пишу статьи, почему я думаю так. Ну что ж, ребята, вкратце рассказал вам про новость, про разблокировку активов. Стоит ее ждать, я же, конечно, жду, надеюсь на лучшее. Надеюсь, то, что БКС все-таки, не знаю когда, но разблокирует мои активы, перенесет другой депозитарий, и все у нас будет хорошо. Ну что ж, ребята, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Ссылка внизу в описании под видео, как всегда. Всем удачных инвестиций!